Всем привет! Вы на канале «Начать сначала». Главная тема нашего канала – здоровье. И меня зовут Андрей Лобовкин. Как вы уже поняли из названия, сегодняшний выпуск будет полностью посвящен гимнастике для глаз. Глаза являются для людей одним из важнейших органов чувств, так как именно при помощи глаз человек может правильно воспринимать свет, форму предметов, цвета, размеры и расстояния. При помощи палочек и колбочек, а именно так называются фоторецепторы глазного яблока, световая энергия, попадая в глаз, трансформируется в нервные импульсы, которые в свою очередь передают информацию в головной мозг, где уже формируется реальное изображение. В последние несколько десятилетий в связи с появлением персональных компьютеров, планшетов и телефонов проблема зрения у населения резко возросла. Отмечу, что в зоне риска находятся не только взрослые, но и дети, практически у каждого из которых есть сотовый телефон. Также в зоне риска находятся люди, чьи профессии связаны с работой вблизи. Как правило, люди, имеющие стопроцентное зрение, не думают о том, что могут испортить его себе, поэтому неконтролируемо по времени и ежедневно используют электронные гаджеты. Приведу пример из собственной жизни. Я никогда не страдал плохим зрением, поэтому в 2016-2017 годах, когда мне пришлось суммарно провести около 3 месяцев в больнице, я от нечего делать стал по несколько часов в день смотреть видео на YouTube. Причем видео я смотрел на экране телефона, как правило, сидя или лежа в кровати. К концу 3 месяцев такого просмотра я уже чувствовал по вечерам боль в глазах, и тогда я впервые заметил, что читать с расстояния 20 сантиметров я уже не могу, так как буквы расплываются. За следующие 10 лет я постарался значительно снизить время, проводимое за экраном, и мое зрение за эти годы практически не ухудшилось. Но несколько месяцев назад, когда я начал вести данный канал и первые 50 дней, как вы помните, ежедневно выкладывал выпуски со своими зарядками, количество экранного времени резко возросло, и я опять столкнулся с проблемой ухудшения зрения. Меня это очень расстроило, и я стал заниматься вопросом восстановления зрения. Изучив научную литературу и получив консультации нескольких врачей, я подобрал комплекс упражнений для глаз, в который входят упражнения для расслабления и тренировки глазных мышц, массаж, а также упражнения для тренировки аккомодации, то есть способность глаз четко видеть предметы на разном расстоянии, автоматически меняя фокус. Данный комплекс будет рекомендован к ежедневному применению людям всех возрастов. Я разделил упражнения на 3 части и рекомендую выполнять первую часть в перерывах между работой или между уроками для детей в школе, вторую часть выбрав время в течение дня, желательно перед обедом, а третью часть вечером перед сном. Как и любая другая гимнастика, этот комплекс упражнений имеет противопоказания. Поэтому, если у вас уже диагностировано любое заболевание глаз, вы перенесли операцию на глаза, либо чувствуете боль и дискомфорт, связанные с глазами, настоятельно рекомендую не выполнять никаких упражнений до прохождения полного обследования и получения рекомендаций у вашего профильного специалиста, врача-офтальмолога. Также среди противопоказаний отмечу выполнение гимнастики для глаз в контактных линзах или очках и выполнение упражнений в положении лежа. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и написать комментарий после выполнения упражнений, так как именно ваши реакции помогут вывести это видео в рекомендованные, чтобы его смогли посмотреть как можно больше людей. На этом я заканчиваю теоретическую часть, и мы переходим к выполнению упражнений. Первую часть гимнастики мы выполним при помощи метода, который называется пальминг. Автор методики пальминг, американский ученый Уильям Бейтс, выдвинул теорию о том, что все нарушения происходят от длительного напряжения глазодвигательных мышц в совокупности с общей утомленностью и стрессом. Лично я использование пальминга ассоциирую с сауной, в которую сам стараюсь регулярно зайти после силовой тренировки. За несколько минут пребывания в сауне напряженные мышцы полностью расслабляются. То же происходит и с глазными мышцами. Итак, для начала давайте разомнем шейно-воротниковую зону и часто поморгаем глазами. Здесь мы будем работать в 3 направлениях. Во-первых, улучшим кровоток, и во-вторых, что касается глаз, увлажним глаза и расслабим глазодвигательные мышцы. Вверх-вниз двигаем плечами и часто-часто моргаем глазами. Второе упражнение. Продолжаем моргать и делаем круговые движения плечами вперед.
Третье упражнение. Делаем такие же круговые движения, только назад. Следующее упражнение. Делаем наклоны вперед и назад. Вперед. Медленно наклоняем до конца. И назад. Вперед. И назад. Вперед. И назад. Отлично. Следующее упражнение. Наклоны в бок. Наклоняем медленно в одну сторону, чтобы натянулись мышцы с противоположной стороны. В исходное положение. В другую сторону. В исходное положение. И еще раз влево. Исходное положение. И вправо. Исходное положение. Так, теперь я предлагаю вам переместиться, сесть на стул за стол. Ребенок может выполнять эти упражнения за партой. Сейчас я подготовлю себе какой-нибудь стол, и мы продолжим. Итак, пальминг – это расслабляющая гимнастика для глаз при помощи тепла, которое будет исходить от рук. Как правильно делать пальминг? Берем руки ладонями вверх, пальцы смыкаем, и у вас появляются небольшие блюдечки, да, посерединке. Значит, затем мы руки скрещиваем домиком. Следующее, вам надо руки прислонить к лицу, таким образом, чтобы пальцы оказались на лбу, а нос оказался между ладонями. Пальминг лучше всего выполнять за столом. У меня здесь полноценного стола нету, поэтому я вам покажу при помощи этой тумбы. А вы садитесь за стол, у вас спина должна быть прямая, и вы прислоняете руки. У вас должно быть примерно вот такое положение в идеале, когда вы будете делать пальминг дома. Прислоняете руки, у вас нос между ладонями. Затем, когда уже ладони у вас плотно прижаты, локти у вас находятся на столе, тело расслаблено, и вы открываете глаза, чтобы проверить, что у вас свет не проникает ни через какие щели, ни между пальцами, ни между ладонями, ни снизу, ни сверху. В первой части нашей гимнастики мы просто неподвижно с закрытыми глазами посидим 2-3 минуты. Это нужно для полного расслабления глаз. Сначала вы будете видеть какие-то предметы, они могут быть разных цветов, у вас общая картинка может быть не черная. Для того, чтобы добиться полной темноты, соответственно, полного расслабления глаз, вы можете представить какой-то черный предмет. Это может быть занавес черного цвета. Это может быть экран в темном кинотеатре. Представьте, когда полная темнота кругом. Представляете этот предмет, он должен у вас быть от левого края до правого края, от верху до низу. И представляя этот черный предмет, у вас вот эти вот белые или светлые участки, которые есть, остатки напряжения, они будут уходить. И так постепенно, за 2-3 минуты, ваши глаза будут расслаблены. Первую часть гимнастики вы выполняете в любое время, когда вы чувствуете усталость. Допустим, поработали полчаса, час за компьютером, почувствовали, что глаза устали, сделали пальминг расслабляющий, и ваши глаза снова в норме. Либо ребенок может это делать в школе на перемене после урока. Можно делать после каждого урока или через урок. Никакого вреда для глаз пальминг не приносит. Все, на этом первая часть закончена. Поморгали глазами, и глаза готовы дальше к работе. Вторую часть гимнастики я рекомендую начинать с разминки, так же, как и первую. Желательно ее выполнять днем, перед обедом, когда у вас утреннее напряжение глаз прошло от работы, и перед обедом их нужно расслабить. После окончания разминки мы с вами начинаем комплекс дневных упражнений. И первое упражнение у нас голова находится неподвижно, вы в положении сидя, руки на столе, и мы водим только глазами. Влево, вправо,
влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Отлично, поморгали, часто поморгали. Надо моргать так, чтобы глаза расслаблялись, то есть не сильно, у вас не должны вот так вот брови сжиматься, это уже напряжение глаз. А наша задача, наоборот, расслабить глаза и увлажнить глаза после каждого упражнения. Второе упражнение – это вертикальный подъем и опускаем глаза вниз. Поднимаем, опускаем, поднимаем, опускаем, поднимаем, опускаем, поднимаем, опускаем и еще раз поднимаем, опускаем. Поморгали. Следующее упражнение мы рисуем прямоугольник. Отводим глаза в левый верхний угол, проводим линию поверху, опускаем вниз, понизу в обратную сторону, поднимаем вверх. Поверху направо, вниз, внизу проводим и вверх. Направо, вверху, вниз, влево, внизу и вверх. Отлично, поморгали. И теперь то же самое упражнение, только в обратную сторону. Глаза отводим влево, опускаем вниз, переводим внизу направо, поднимаем вверх и возвращаемся в исходное положение. Вниз, понизу направо, вверх и в исходное положение. Вниз, направо, вверх, в исходное положение. И еще раз вниз, направо, вверх, в исходное положение. Отлично, поморгали. Теперь рисуем глазами диагональ. Отводим глаза в левый верхний угол и переводим глаза в правый нижний угол. Еще раз в верхний левый угол и в правый нижний угол. Верхний левый угол, правый нижний угол. Верхний левый угол, правый нижний угол. И еще раз верхний левый угол и правый нижний угол. Поморгали часто. Следующее упражнение диагональ, только в обратную сторону. Глаза смотрят в правый верхний угол и по диагонали опускаем в левый нижний угол. В правый верхний угол, в левый нижний угол. В правый верхний угол, в левый нижний угол. В правый верхний угол, в левый нижний угол. И еще раз в правый верхний угол и в левый нижний угол. Отлично, поморгали. Теперь рисуем круги. Поднимаем глаза вверх на 12 часов, как на циферблате, и по часовой стрелке начинаем рисовать круг. Широкий, с полной амплитудой, насколько можно, на 3 часа, на 6 часов, на 9 часов, на 12 часов. В обратную сторону. На 9 часов, на 6 часов, на 3 часа, на 12 часов. На 3 часа, на 6 часов, на 9 часов, на 12 часов. Обратно на 9 часов, на 6 часов, на 3 часа и на 12 часов. Отлично. Поморгали. И следующее упражнение называется змейка. Отводим глаза влево и начинаем рисовать змейку. Змея ползет вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И теперь в обратную сторону. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И направо приползла. Назад. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И она слева. Отлично. Поморгали. Следующее упражнение направлено на тренировку глазных мышц и на фокусировку, соответственно. Мы ставим палец на вытянутую руку перед собой, смотрим на палец, фокусируемся на пальце, и он у нас не должен двоиться. Дальше мы начинаем медленно придвигать к себе палец, очень медленно, и смотреть за тем, чтобы палец не двоился. И пальчиком касаемся кончика носа. Начинаем в обратную сторону отодвигать палец.
Еще раз. Коснулись носа и обратно. И еще раз давайте сделаем. И обратно. Следующее упражнение называется точка. Для того, чтобы его выполнить, вам нужно взять кусок изоляционной ленты или какую-нибудь наклейку в диаметре небольшую, примерно 3-5 мм, подойти к окну, приклеить на окно. И упражнение вот в чем будет заключаться. Вы смотрите на точку, и когда вы смотрите на эту точку, вы сразу найдите предмет вдалеке. Это может быть фрагмент соседнего дома или может быть дерево какое-то. Они должны примерно быть на одной линии с этой точкой. И дальше вы делаете следующее. Взгляд у вас сфокусирован на точке, точка не разъезжается, не двоится. Фокусируетесь на точке, смотрите 5-7 секунд. И дальше взгляд переводите на точку вдалеке. Смотрите на ту точку тоже 5-7 секунд. Потом опять взгляд переводите на точку на окне, смотрите 5-7 секунд. И на точку вдалеке, опять 5-7 секунд. И вот так вот 5-7 раз вы делаете. Теперь мы с вами помассируем глаза 3 пальцами каждой руки средними. Мы будем это делать. Закрываем глаза, пальцами прикасаемся к верхней части век. Немного надавливаем, совсем чуть-чуть, и делаем массаж глаз круговыми движениями в одну и в другую сторону, вверх-вниз, вбок. Таким образом массируем глаза 10-15 секунд. Сильно нажимать не надо, просто легкий массаж. После этого, не открывая глаза, зажмуриваете глаза сильно, открываете полностью. Еще раз зажмуриваете сильно, открываете полностью. Зажмуриваете сильно, открываете полностью. Зажмуриваете сильно, открываете полностью. И еще раз зажмуриваете сильно и полностью открываете. И теперь 20-30 секунд нам нужно поморгать глазами часто. И на этом наша дневная гимнастика тоже окончена. И теперь мы с вами переходим к вечернему комплексу выполнения гимнастики для глаз. Вечерний комплекс я вам рекомендую выполнять либо вообще без освещения, либо при минимальном освещении. Это может быть ночник какой-то. И сразу после этого ложиться спать, чтобы ваши глаза уже не видели яркий свет. Вечерний комплекс я выполняю и рекомендую вам выполнять опять с помощью пальминга. Для этого делаем пальминг. Прислоняем руки к глазам, убеждаемся, что свет в глаза не попадает, и в течение первых 2-3 минут просто расслабляемся и доходим до того момента, пока у нас перед глазами перестанут появляться какие-либо предметы. Белые, фрагменты каких-то предметов, цветные предметы. Пальминг – это расслабление для глаз, поэтому, выполняя пальминг, я рекомендую подумать о чем-нибудь приятном. Постараемся забыть все плохие события, которые были в этом дне, если они были. Подумать о чем-нибудь приятном, настроиться на расслабление. Для этого вы можете вспомнить какое-то событие приятное, которое с вами происходило, каких-то людей, которые принимали участие в этом событии. И теперь, когда глаза расслаблены, и мы видим только темноту перед глазами, мы открываем глаза, убеждаемся, что свет не проникает через ладони, и начинаем выполнять упражнения. Поднимаем глаза вверх, вниз, вверх, вниз, вверх,
вниз и еще раз вверх, вниз и вверх, вниз. Поморгали несколько раз часто глазами. Теперь глаза отводим в левую сторону до конца, в правую сторону до конца, в левую сторону до конца и в правую сторону до конца. Влево, вправо, влево, вправо. И еще раз влево и вправо. Теперь мы рисуем прямоугольник. Глаза направлены в левый верхний угол. Поверху проводим. Справа опускаемся вниз. Вниз проводим линию налево и поднимаемся наверх. Вправо, вниз, влево, наверх. Вправо, вниз, влево, наверх. Вправо, вниз, влево, наверх. И еще раз вправо, вниз, влево и наверх. Отлично, поморгали несколько раз. Теперь глаза смотрят в правый верхний угол. Делаем прямоугольник только в обратную сторону. Поверху проводим линию влево, вниз, понизу вправо и вверх. Влево, вниз, вправо и вверх. Влево, вниз, вправо и вверх. Поморгали несколько раз. Теперь рисуем диагонали. Глаза направлены в левый верхний угол. Перемещаем их в правый нижний угол. Еще раз в левый верхний угол, в правый нижний угол. В левый верхний угол, в правый нижний угол. И еще раз в левый верхний угол и в правый нижний угол. Теперь диагональ обратная. Глаза смотрят в правый верхний угол. Перемещаем их в левый нижний угол, правый верхний угол, левый нижний угол, правый верхний угол, левый нижний угол. И еще раз правый верхний угол и левый нижний угол. Поморгали несколько раз. Теперь глаза поднимаем вверх и по часовой стрелке начинаем рисовать круг. На 3 часа, на 6 часов, на 9 часов, на 12 часов. В обратную сторону на 9 часов, на 6 часов, на 3 часа, на 12 часов. Еще раз на 3 часа, на 6 часов, на 9 часов, на 12 часов. И назад на 9 часов, на 6 часов, на 3 часа и на 12 часов. Поморгали несколько раз. Глаза отводим влево и делаем змейку. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И змейка оказалась справа. Назад. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И змейка оказалась слева. И еще раз. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И змейка оказалась справа. И еще раз. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И змейка оказалась слева. Теперь продолжаем держать также ладони. Закрываем глаза. И просто неподвижно в течение 3-5 минут сидим в этом положении. Стараемся думать только о чем-то хорошем. Подумайте о своих будущих планах. Может быть, вы собираетесь поехать в какое-то приятное путешествие.
Представьте, что вы уже там оказались. К примеру, это море. Вы лежите на песке, загораете и слушаете морской прибой. Либо вы гуляете по лесу, кругом тишина, вы слышите только пение птиц. И думаете о чем-то приятном. Все ваши мышцы расслаблены. И вы готовитесь перейти ко сну. И теперь, когда мы полностью расслаблены, мы выходим из пальминга. Ладони не отодвигаем пока. Зажмуриваем сильно глаза и отпускаем, не открывая их. Зажмуриваем, расслабляем. Зажмуриваем, расслабляем. Еще раз зажмуриваем и расслабляем. Теперь, не открывая глаза, откидываемся на спинку стула и с закрытыми глазами поднимаем голову вверх, опускаем вниз, еще раз вверх, вниз, вверх, вниз и вверх, вниз. И также в сторону влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо и еще раз влево и вправо. Теперь 3 пальцами подносим их к глазам и делаем массаж верхней части глаз. Пальцами массируем глаза, центральную часть, верхнюю часть, нижнюю часть. После этого зажмуриваем глаза и открываем. Еще раз зажмуриваем и открываем полностью. Зажмуриваем и открываем полностью. Зажмуриваем и открываем полностью. И теперь в течение 20-30 секунд часто поморгаем. И на этом наша вечерняя гимнастика подошла к концу, и вы можете спокойно лечь спать. Друзья, на этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. Тем, кто выполнял гимнастику вместе со мной, мы с вами молодцы. Не забудьте поставить лайк этому видео, не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, и переслать это видео всем своим близким, для того, чтобы у них была возможность выполнять эту гимнастику вместе с вами. На нашем канале «Начать сначала» представлены разные виды гимнастик. Вы можете подобрать для себя один или несколько комплексов и регулярно их выполнять. Будьте здоровы, до новых встреч, пока!